Мы, конечно, не могли оставить в стороне наших самых главных туристов, наших детей. Наша компания разрабатывает программы для детей на разный возраст. Для деток 7-11 это одни программы, для тинейджеров 12, 14, 15 это, конечно, другие программы. Они, в общем-то, похожи, но мы стараемся даже в объектах осмотра предлагать другие экскурсии, какие-то другие квесты. Нами разработано несколько детских программ. Что туда входит? Мы включаем в эти программы разнообразные производственные экскурсии. Например, посещение Кока-Колы завода в Минске, где наши маленькие туристы не только познакомятся с производством этого напитка, но обязательно получают фирменные сувениры. Или мы посещаем фабрику «Коммунарка», это фабрика, где производят белорусские конфеты шоколадные, либо мы посещаем фабрику изготовления печенья «Слодыч». Естественно, эти фабрики, что у детей более маленьких, что у более взрослых, всегда находят отклик в душе. Не зря же они у нас все сладкоежки. Что мы еще предлагаем нашим маленьким туристам? Мы предлагаем очень интересную программу в музее «Мини», в котором проходит не только экскурсия по всем миниатюрным достопримечательностям Республики Беларусь, но проходит очень интересный квест и викторина. Также мы предлагаем нашим маленьким туристам посетить музей «Квантум», где в научно-популярной форме очень интересные герои им покажут и расскажут о различных физических, химических опытах, которые, возможно, кто-то сможет использовать даже в школьной программе, а кто-то сможет развлекать своих друзей и родителей. Все эти программы с учетом, например, новогодних праздников приобретают свою специфику. В них появляются Деды Морозы, Снегурочки, обязательно новогодние елки, подарки, розыгрыши, сувениры. То есть эти программы становятся новогодними. Даже при посещении, например, этнокомплекса Сула, где наши детки смогут покататься на старинном корабле Дракаре, прокатиться на лошадках, поучаствовать в различных мастер-классах, также существует новогодняя программа. Есть, конечно, в этих программах и классические объекты осмотра, например, завод «БелАЗ», или, например, экскурсия по Минску. Но с учетом того, что ребятам достаточно сложно выдержать большую экскурсию по Минску, а она проходит где-то 3–3,5 часа, мы сделали очень интересный вариант квеста экскурсии по Минску. Не пугайтесь, даже те гости, которые в нашем городе впервые, прекрасно справятся с заданиями этого квеста, потому что это экскурсия-квест. Обычно наш экскурсовод начинает эту экскурсию, рассказывает какую-то часть экскурсии о нашем городе. Выдается определенная информация, которую потом дети используют именно в квесте. Квест состоит из того, что им даются определенные задания, им нужно найти некие архитектурные объекты, либо какие-то памятники, обязательно возле них сфотографироваться. И та команда, которая побеждает, естественно, получает главный приз. Ну, конечно, мы обязательно одарим всех участников этого квеста небольшими памятными сувенирами. Ребятам очень нравится такой вариант экскурсии. Они даже намного больше запоминают, чем обычная стандартная 3–3-часовая экскурсия. Помимо таких стандартных экскурсий, которые рассчитаны на 2–3 дня, мы предлагаем патриотические туры. Я глубоко уверена, что патриотизм воспитывается не гербом и флагом в дневнике школьника. Патриотизм воспитывается на примерах, патриотизм воспитывается на истории, патриотизм воспитывается на гордости наших детей, которые могут гордиться подвигами своих предков. Когда наши дети видят, понимают, чувствуют, именно тогда зарождается чувство патриотизма, а не лозунгами или какой-то атрибутикой.
Поэтому наши патриотические программы сделаны 2-3-дневные. Либо они начинаются и заканчиваются только в Минске и окрестностями Минска, либо это программы, которые начинаются в Бресте, Брестская крепость, и далее происходит переезд в Минск и заканчиваются, либо начинаются Минском. Если эта программа дислоцируется именно в Минске и его окрестностях, то мы обязательно посещаем с детьми мемориальный комплекс «Хатынь» и Курган славы. Мы обязательно посещаем линию Сталина. Это тоже очень интересный объект. Я думаю, что не все знают, что до 1939 года вдоль польско-советской границы была выстроена линия специальных укреплений, дотов. И после 1939 года она уже не обслуживалась, и поэтому, когда в 1941 году немцы были в Беларуси, то, в общем-то, она уже не представляла никакой сложности по ее преодолению. Однако сегодня частично на том месте, где была линия Сталина, располагается специальный комплекс. В этом комплексе выставлена различная военная техника. В комплексе проводятся реконструкции боев. Либо боев Великой Отечественной войны, либо боев Афганской войны. Это очень захватывающее зрелище, потому что в комплексе есть специальные трибуны. И когда проходит реконструкция, то в ней участвуют не только люди, но и спецтехника. Это и танки, и боевые машины пехоты, и вертолеты даже. То есть действительно сражение максимально приближено к тем, которые были в действительности. Также мы можем посещать музей авиатехники, который находится также недалеко от Минска, где представлено большое количество самолетов, вертолетов, где очень подробно ребятам об этом рассказывают. Дети могут зайти в кабину пилота и сами почувствовать себя летчиками военных самолетов. И завершением патриотического тура с дислокацией по Минску, конечно, становится музей Великой Отечественной войны. После реконструкции музей приобрел абсолютно новое лицо, и сегодня это самый посещаемый музей в Республике Беларусь. Ребятам он очень нравится, так как в нем есть много интересных объектов, очень многое можно потрогать руками. И экскурсоводы, которые работают в этом музее, имеют колоссальные информационные массивы знаний в своей голове, и которые могут рассказать очень много интересного, занимательного как взрослым, так и детям. Если же наша программа начинается либо заканчивается в городе Бресте, то, конечно, мы посещаем Брестскую крепость, музей Брестской крепости, сами бастионы и форты крепости. Брестская крепость – это, конечно, очень важный объект в истории Великой Отечественной войны. Белорусы очень свято чтят память о войне. Поэтому, приезжая к нам в страну, ваши дети реально почувствуют, реально увидят, реально поймут, какая она была, эта война. Будем очень рады, если ваши дети смогут вместе с нами прикоснуться к истории, к нашей общей истории. И Великой Отечественной войне, и не только. Поверьте, вашим детям будет точно интересно в наших турах. Мы сделаем все, чтобы они были сыты, довольны, улыбались и приехали домой с огромным эмоциональным багажом.